Всем привет, это Brick Garage и с вами Егор. Сегодня у нас краткий обзор одной из моих моделей, которая ранее уже была представлена на канале. Это вот такой вот, я называю его трофи-трак. Трофи-трак в гражданском кузове. Модель строилась для конкурса Бувис, где нужно было продемонстрировать максимально длинный прыжок на модели из Лего, оснащенной Бувизом. Я, как обычно, больше упирался в эстетику и в красивое, на мой взгляд, видео со слоумо и какими-то там прыжками. Но суть в том, что выиграла модель, которая действительно прыгнула дальше всех. И, к сожалению, это была не самая красивая модель, что вы, конечно, вправе оспорить. Но сейчас не об этом. Эту модель я построил, наверное, буквально за неделю. Такие модели, как правило, начинаются с шасси. Так как цель была прыжки, то, соответственно, нужно было делать модель с большими ходами подвески. При этом ходы подвески должны быть упругими, чтобы модель хорошо амортизировала при приземлении. А в моем видео там были прыжки небольшие, они были с лесенок, оно может быть вот такой высоты, там сантиметров 10. И машина не особо далеко летела, а больше, как я сказал, я упирался в эстетику. Здесь задний привод, один багги-мотор, на рулевой используется сервомотор. Для поддержания заднего моста используется вот такой вот шаровый шарнир от 93-98 краулера, который тягами с двух сторон зажат. И, собственно говоря, сзади прямо на мост установлен мотор багги. Как известно, багги-мотор очень неудобный в установке. Чтобы максимально эффективно передавать вращение на колеса от багги-мотора, крайне желательно ставить этот самый мотор прямо на саму ось, чтобы не было лишних передач зубчатых между багги-мотором и колесами, потому как на высокой скорости при прыжках и так далее эти вот самые зубчатые шестеренки, они, во-первых, могут трещать от ударных нагрузок, во-вторых, там ломаться, в-третьих, это потеря КПД. В моем случае все же пришлось поставить здесь передачу шестеренчатую. Это передача 12-20 от багги-мотора к задней оси. Вот прямо здесь. Притом эту передачу можно поменять. Можно поставить, наоборот, 20-12, либо 14-14. Колеса здесь используются в данном случае 62 мм. Это колеса Fisher Technic. Они, естественно, не оригинальные, не леговские. Но в конкурсе я участвовал на колесах вот такого размера. Это размер 56 мм. Они, конечно, здесь смотрелись мелковаты. Хотя, если модель прижимаешь к земле, то колеса в арке садятся и смотрятся вроде бы неплохо. Изначально я хотел строить модель что-то типа Rally Fighter. Есть такая машина, которая строится штучно в Калифорнии. Смесь трофи-трака и спортивного купе. И все это на заднем приводе лихо гоняет по пескам, по дюнам, по барханам. Не скажу, что у меня получилось купе. Скорее, это какой-то трехдверный хэтчбэк или шутинг-брейк. Я вдохновлялся больше моделью Ferrari Lusso. Большой универсал двухдверный, шутинг-брейк с 4 сиденьями. Наверное, самый большой из представленных в линейке Ferrari сейчас. Вот такой кузов, довольно необычный для меня. Я старался максимально отойти от плоских панелей. Здесь использованы панели, много гибких осей. Наконец-то я здесь использовал вот эти вот круглые панели, округлые в качестве крыши. На мой взгляд, очень неплохо они здесь вписались. Пришлось, правда, их еще осями гибкими вот с этой стороны немножко подчеркнуть. Активно использовал вот эти вот задние старые панели. Здесь 2 штуки стоят, и одна здесь, она как спойлер, в принципе, даже может использоваться. Двери здесь открываются. Капот, багажник нет. Салон, на мой взгляд, очень хорошо проработан для подобной модели, цель которой была погонять. Панель цвета, здесь на самом деле используются разные оттенки коричневой, поэтому называть конкретно не буду. Это панель приборов цвета коричневой кожи и, собственно, сиденье. Сиденье, вы видите, оно немножко сдвинуто вперед. Я бы его немножко назад отодвинул, была бы моя воля. Однако сзади у нас при сокращении подвески ходит багги-мотор. Вот он там черный за сиденьем поднимается и упирается в кресло. Вот мы можем видеть здесь, как у нас багги-мотор погружается в заднюю полость, поэтому кресло так стоит не очень красиво. Есть руль, одна шкала приборов по центру и логотип RS от Поршика.
Пассажирское место пустует, но его по сути нет, там пустота, потому что там стоял бувис. Далее. Багажный отсек, он тоже отсутствует, задняя часть, она полностью заполняется при сжатии подвески, она заполняется задним мостом, в частности багги-мотором. Бросаются в глаза большие, сильно раздутые арки. Если бы это была легковая машина, арки можно было сделать гораздо меньше. Лебедка фейковая, естественно, лишний вес не нужен был, да и демонстрация лебедки не ходила в планы конкурса. Есть лебедка, есть небольшая LED-люстра, которая тоже не светит, больше декоративная. Я использовал технику кривого крепления панелей. Если посмотреть, то видно, что здесь очень многие панели очень криво закреплены, нестандартно. Я на самом деле старался отойти от такого гробика, как обычно модели получается, когда работаешь там строго там перпендикулярно. И я думаю, что здесь у меня получилось. Во-первых, двери мы видим, что они образуют так называемую трапецию. То есть скошены и расширяется у нас зад сильно. Вот эти панели заднего крыла тоже закреплены достаточно так необычно для модели, которую я делаю. Линия окон, она передается гибкими осями, которые тоже довольно-таки криво здесь проложены. Еще один интересный момент, на который некоторые обратили внимание, здесь в качестве фар используются прозрачные коннекторы прозрачные угловые коннекторы на 3. Очень редкая деталь, я не помню, честно говоря, где она использовалась, наверное, 1, максимум 2 набора, где она могла быть. Но очень хорошо она здесь закрепилась, и кто-то говорит, что эта морда похожа на RAV4, ну, теперь уже предпоследнего поколения. Вот. Диски здесь использованы золотистого цвета, и, кстати, хочу показать, что в результате прыжков у меня произошли некоторые их изменения с дисками. Как видите, вот этот диск, он пострадал от прыжков. Там выломалась так называемая втулка крестовая. И это произошло с обоими задними дисками после массированных прыжков с горок и со ступенек. Они просто трескались, а потом рассыпались на части. Ну и на этом, наверное, все. Еще одна особенность модели — здесь положительный кастер. Если посмотреть, то видно, что сервомотор и вся передняя ось, вот этот блок, который держит сервомотор, держит рычаги подвески, он немножко наклонен, то есть он не таким образом прикреплен, да, горизонтально к горизонту, а немножко наклонен вперед, то есть развернут вперед. Это придает передней оси положительный кастер, что положительно сказывается на прямолинейности движения. Такой принцип используется, например, на тех же велосипедах, на мотоциклах и на тележках в магазинах, когда нужно, чтобы при движении вперед тележка стабилизировалась, так скажем, ехала прямолинейно. В машинах используется тот же принцип, и учитывая, что здесь очень сильно люфтит рулевая, как и на всех лего-моделях, то положительный кастер немножко помогает машине ехать прямо, хотя, конечно, полностью проблему прямолинейного движения не устраняет. Подвеска, как вы видите, достаточно высокая, имеет большие ходы. Вообще при сборке каких-то прыгающих машин с багги-моторами есть определенные сложности. Если вы размещаете моторы ближе к колесу, то есть на мост, в частности, как здесь на задний мост, то это не очень хорошо сказывается на работе подвески. Как известно, чтобы машина хорошо амортизировала, хорошо отрабатывала неровности, нужно, чтобы были максимально облегченные колеса, максимально облегченная подвеска, ну, так называемые неподрессоренные массы. В этом случае у колес инерция небольшая, и поэтому при наезде на кочку колесо легко сокращает амортизатор, зажимает амортизатор, тем самым машина очень плавно ведет себя. В данном случае вы можете видеть, что зад очень хорошо прыгает, очень качается. Это самый лучший тест подвески, когда вы просто машину подбрасываете и видите, что машина качается, что она не просто один раз ударяется и встает, а именно раскачивается. Это говорит о том, что подвеска хорошо работает. И опять же, обратите внимание на переднюю подвеску. Она как раз при ударе очень быстро стабилизируется. Это говорит о том, что она очень жесткая здесь. Спереди и сзади используются желтые амортизаторы. Желтый — это жестко. Спереди использованы жесткие амортизаторы, и они максимально близко, я постарался сдвинуть их в центр, чтобы у нас увеличился ход. Тем не менее, мы видим, что передняя подвеска достаточно жестковата. Почему такое сделал? Потому что, как я сказал, цель была в машине прыгать. Если бы цель стояла показать мягкую работу амортизаторов при езде просто по пресеченной местности, я бы, конечно, здесь сделал мягкие амортизаторы. Я, насколько помню, когда я ставил мягкие вперед, она у меня очень мягко работала, но при прыжке сильно пробивала подвеску до отбойников. А так все было очень красиво на самом деле, когда здесь стояли мягкие. Она даже немножко приседала и раскачивалась, когда стояла на столе. И притом сзади они работают гораздо мягче. Спереди использованы жесткие амортизаторы, и они максимально
близко я постарался сдвинуть их в центр, чтобы у нас увеличился ход. Тем не менее, мы видим, что передняя подвеска достаточно жестковата. Почему такое сделал? Потому что, как я сказал, цель была в машине прыгать. Если бы цель стояла показать мягкую работу амортизаторов при езде просто по пересеченной местности, я бы, конечно, здесь сделал мягкие амортизаторы. Я, насколько помню, когда я ставил мягкие вперед, она у меня очень мягко работала, но при прыжке сильно пробивала подвеску до отбойников. А так все было очень красиво на самом деле, когда здесь стояли мягкие. Она даже немножко приседала вот и раскачивалась, когда стояла на столе. Все, спасибо за внимание. Напоминаю, что ссылка на Instagram в описании к видео есть. Подписывайтесь на мой основной канал и на дополнительный, в котором я периодически буду выкладывать какой-то менее подготовленный контент, но для более узкой, скажем так, специализации, для более узкой аудитории, которая собирает лего, а не просто смотрит видосики на данном канале. Ну все, до скорого, пока!